Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Ну вот, я уже и выехала, и снова приветствую всех из моей машины. А куда я еду, угадайте с 3 раз. Конечно же, к Милане. К Милане на работу, потому что ее сегодня надо вечером забрать. Ей хозяин немножко поменял время. Неудобное сделал, поэтому на полчаса позже она выходит теперь. Ну, из вредности, конечно. Они же вредные, эти итальянцы. И поэтому, забыла ремень свой накинуть. Я только выехала. И поэтому теперь неудобно. И Фердинандо раньше как-то приезжает с работы. Но сегодня у него просто дела. Да ладно. Мы справимся. И я еду по... Так непривычно мне по городу кататься. Как будто у меня что-то выбило из памяти. И вот теперь я все это вспоминаю. Наши вот эти закоулки, улочки грязные, раздолбанные. Но ничего. Да, намыла я сегодня балкон. Намыла так, как по-осетински говорят, у Алангаях шаты так вот, еще все впереди, то есть поверхностно помыла. Главное, чтобы не было этой большой грязи, а то, что там еще не совсем, это ничего. Вот, ну что, хотела ж я вам рассказать, почему я так долго не приезжала, почему моя поездка так затянулась. Вообще-то, пока я буду ехать до Миланы, вот хочу с вами поговорить. Не поговорить, а рассказать. Я же делала свой загранпаспорт, который у меня просрочился в августе, в начале августа. Ну да ладно, я приехала в июле туда, вы все знаете. И сразу, как я приехала, подала через госуслуги подала на загранпаспорт. Туда я могла ехать и по итальянскому паспорту, но обратно. Ну, короче, в одну сторону мне нужен был наш, а в другую сторону мне нужен был их. Вот, и поэтому этот паспорт делался в течение месяца. Все было хорошо, да, я его и получила в течение месяца. Но, так, что-то здесь много всего. Но я и была уверена, что как только я получу паспорт, я на второй день куплю билет и уеду. Думаю, ну какие проблемы. У меня в основном вся задержка была в паспорте. Думаю, пока паспорт придет, буду дома, буду со своим папой помогать ему. Ой, это отдельная история про помогание. Ну, пока про паспорт. Ну, в общем, готов мой паспорт. И что? Я давай нырять быстрее покупать билеты. Так, мне теперь надо привыкать к этому безобразному проезду итальянских водителей. Просто в шоке. Звезда в шоке. Я такая красная, мне жарко. Давайте я открою, потому что кондиционер очень шумит при разговоре. А так я боялась комаров. Я боялась комаров. Как только паспорт, уже я знала, что будет. Если бы вы видели, как они ездили. Если бы вы видели. Эй, давай. Браво. Летел же мне навстречу, чтобы быстрее, то есть меня остановить, и чтобы он сам проехал. А доехал до узкой части и сам остановился. Так, здесь колючки, веточки. Я не хочу царапать машину, потому что Массимо ее немножко пригладил, все царапки мои, которые я делала. Ну так вот, и что вы думаете? Стала я проверять, значит, билеты. А билеты до Стамбула еще стоили
Так себе нормально, хорошо, 13 тысяч, 12 тысяч, терпимо, да? А вот со Стамбула в Неаполь, ой, мама, не горюй. Так, со Стамбула в Неаполь стоит билет 150 тысяч. Понимаете, да? 150 тысяч, 90 тысяч, 85 тысяч, 182 тысячи. Я даже уже и сестре своей говорила, я говорю, вот это я правильно вижу, рубли это или что это? Показываю ей вот так, я просто была в шоке, у меня дар речи пропал. Она говорит, да, это рубли, 182 тысячи. Вы представляете? Да, и при всем желании моем оказаться дома, у меня просто не было этих денег, чтобы купить за такую сумму билет. У меня просто ни физически, ни морально не было этой суммы. И я, конечно, немножко была в шоке. Думаю, боже, что же мне делать? Как же мне быть? Там Милана мне каждый день, ну когда. И тут такие цены. Конечно, я немножко меня труханула, потому что, увидев эти цены, я думаю, блин, а что делать, а как быть, а где взять? И, ну, в общем, стала я искать день за днем, день отдаляясь, и вместо 17 августа я приехала, значит, 9 сентября. Понимаете? 9 сентября, только на 9 сентября я нашла за 35 тысяч. И еще я не могла, без нового паспорта взять российский билет на загранпаспорт. Я же в Турцию летела, мне нужен был загран. И вот поэтому я еще ждала свой загран. А когда мой загран пришел, стала покупать, и тут вот такая история. Ну, пришел мой загран, быстренько купила российский билет, там Владикавказ, Стамбул, как раз как Ирина моя улетела, все прекрасно, все замечательно. И я тоже думаю, полечу так, как раз в воскресенье утром буду в Стамбуле, и в воскресенье Массимо не работает и сможет меня спокойно встретить, не отпрашиваться, не напрягая никого с работы. Ну, думаю, хорошо. И тут такая цена. Ну вот, на 9 сентября я нашла его за 35 тысяч. Я его, естественно, покупаю. И все, и мне пришлось ждать до 9 сентября, чтобы улететь в Италию. Вот так вот, девочки. Я не знаю, конечно, многие летают и за 150 тысяч, наверное, но у меня просто не было этой возможности. Вот я не знаю, с чем это было связано, такая цена билетов, именно Турция, Италия, без понятия, просто, и потом вдруг в один день, я даже дальше смотреть не стала, потом вдруг в один день 35 тысяч, ну и в общем до Стамбула еще сумма, и у меня получилось ровно 50 тысяч, мои билеты, ну это оба конца, то есть оба конца Владикавказ, Стамбул, Стамбул, Неаполь. Мне было это очень удобно, потому что Неаполь от моего дома 20 минут езды, и я буду очень уставшая, что я и была очень уставшая. И, в общем, вот по этой причине мне пришлось сидеть именно до 9 числа. Открыла окно, потому что жарко. Вот так вот. Не знаю, кто куда из вас съездил, слетал, и за какие билеты. Мне бы было интересно, особенно вот билеты за границу. Я знаю, что Жанна тоже будет искать билеты. Жанчик, привет, моя дорогая. Я ее заманиваю в Италию, а она хочет домой к мамочке тоже своей. Ну, конечно, хочет, я ее очень хорошо понимаю. Поэтому не знаю, получится у нее поехать или нет. Ну, надеюсь, получится. Ну, хорошо, что все хорошо кончается. Я уже дома, прилетела, все нормально, слава богу. И
живем дальше. Живем дальше. Жизнь налаживается, все идет своим чередом. А про папу моего, который все хотел, чтобы я ему помогала, это просто что-то. Вы понимаете, что у меня нет сил и возможностей 93-летнего старика. У меня нет. Просто. Я не могу ему помогать столько, сколько он бы хотел. Вот в своем возрасте у меня нет просто этих сил. Я начинала кривляться, я начинала за голову держаться. Он говорил, что с тобой? Я говорю, у меня голова кружится. Он начинал смеяться. Потому что мой папа без физической работы просто не представляет свою жизнь. И это просто невозможно. Физическая работа – это просто изнурять себя. На самом деле он должен лазить на второй этаж, где у него посажены помидоры. У него на втором этаже такая площадка небольшая. И вот туда он натаскал помидоры, землю, ведра, в всякие сосуды емкостью в одно ведро, даже больше. И вот в эти все емкости он много лет назад натаскал землю и посадил туда, и уже сажает, много лет выводит там помидоры. И один день он мне говорит, Жанна, я говорю, что он же уже и не слышит, и не видит нормально, да? Вот в связи с возрастом и просто, он же не может всю жизнь быть идеальным. Идеальным он сейчас, слава богу, физически в работе. И то он с палочкой, потому что он не может. И он мне говорит, так, помидоры уже закончились, теперь надо эти все веточки поразвязывать, они же привязаны к прутьям всяким, да? И он говорит, надо их поразвязывать и повытаскивать, отрезать эти стволы от помидор. Стволы, которые, где они росли. Я говорю, хорошо. Мне, конечно, хотелось ему помочь, потому что он старенький, всю жизнь один. И как-то думаю, я же здесь, и вот воспользуюсь моментом, помогу ему. Что вы думаете? Я пробыла там, может, полчаса. И все, там сверху Лексан, который очень сильно накаляется солнцем. Внутри там такая температура, которая просто невыносимая. У меня начинает кружиться голова. Я потная, мокрая, это уже ничего не говорю. Ладно, это ерунда. Скупаюсь, вытрусь, освежусь. Но физически, мне становилось плохо. И я где-то ряда 2 сделала. Вот эти повыдергивала, все как положено. Собираю остатки помидорчиков, где еще остались. И, это все. Ему потом я говорю, па, он меня не слышит. Я ему руками там машу, даю ему знаки. Я говорю, па. Он говорит, Я говорю, я уже не могу. Он говорит, что? Я говорю, делать вот это. Почему? И так на меня смотрит. Для него это было очень странно. Я говорю, у меня голова кружится, у меня сейчас давление поднимется. Он как начал опять смеяться, как обычно, как всегда, впрочем, он это делает, когда мы ему говорим, что мы не можем. Он говорит, какие вы у меня дохлые, вы не можете, а я могу. Я говорю, слава Богу, что ты можешь. И вот так. Он говорит, иди, отдыхай, я сам буду. Я ушла, пошла, там привела себя в порядок, пошла, полежала, отдохнула. Вы думаете, он когда оттуда спустился? Он оттуда спустился уже когда начало темнеть. Я ему уже кушать приготовила, уже зову его есть. Я говорю, может, хватит на сегодня, может, оставим что-нибудь на завтра, а то завтра у тебя делать же нечего будет. Да ты что, он смеется с меня, в общем, неугомонный дедушка. Спустился, да, накормила его, все, он говорит, может мне пойти еще наверх? Я говорю, не смей, я говорю, хватит, давай без скандала. Он как начинал смеяться. Когда я ему говорю, давай без скандала. Ой, не могу. В общем, было весело с моим папой. А виноград
вот так вот задерет, поднимется. Я вам потом поставлю кусочки там, где я его успевала запечатлеть. Вот так я тоже складывать не могу назад шею свою, потому что у меня моментально перекрывается любой кровоток, проход, что там, не знаю, головокружение, затмение. Короче, мне становится сразу плохо. У него это любимая поза, потому что он всю жизнь работает вот так, что-то смотрит наверх или вниз в пол, что-то делает внизу. И при этом спина бывает абсолютно вот так согнута, и никаких у него это дискомфорта ничего не вызывает. Я попыталась ему помочь немножко опять собрать этот виноград. Не собрать, я туда даже не залезла. Я помогла ему просто ведро спустить, но не могу. Какие-нибудь тяжести. Ой, один раз что было. Он же привык один работать. Ну, то есть он целый день один, потому что там племянница живет с ним, и она на работе бывает целый день. И он целый день бывает один. Он знает, что он никому ничего случайно там не сделает, если он что-то скинет сверху. И тут я. Память же у него не работает. Мне кажется, он про меня вспоминал только в те минуты, когда видел меня вот так в упор. И начинал улыбаться. Я иду, значит, наверх по этой лесенке узкой на второй этаж, чтобы повесить там белье. И что вы думаете, на меня летит рикошетом с этой площадки какая-то железяка, которую он вышвырнул оттуда, где он находился внутри в помидорах, в надежде на то, что он ее скинет просто на эту площадку. И она оттуда рикошетом упала на пол, и потом в стенку, и потом прямо на меня по лестнице вниз. Я как хорошо, у меня в руках было это белье мокрое, и я вот этим бельем вот так вот смогла прикрыть свое лицо. Иначе оно бы мне прям вот так по лбу. Можете себе представить, оно бы мне прям по лбу вот так врезалось, я не знаю, что бы со мной было. И я к нему поднимаюсь, и эта железяка у меня в руке. Он так на меня смотрит и говорит: что такое? Я говорю: что ты делаешь? Он же не слышит меня, даже если бы я упала там и кричала, он бы меня не услышал. Глухой. Он говорит: что такое? Я говорю: вот это прям на меня упало. Он говорит: как она упала? А где ты была? Я говорю: внизу поднималась, вот с бельем. Я ему белье показываю, вот так в руке несу. Ой, как он расстроился, ой, как он распереживался. Ой, да ты моя хорошая, ой, да лучше бы она в меня попала. Ой, да лучше бы она в меня попала. И так стал переживать. Я говорю: ладно, ладно. Думаю, ну сейчас отвернусь, уже забудет сразу. И глухой, и склероз, и не видит, и все сразу. В общем, весело было, весело. Вот так вот, девочки. Иногда думаю, вот так вот уеду, да, вдруг он вообще забудет про меня. Где я, что я и кто я. Хорошо, хоть хотя бы не забыл дома Альбину, которая часто-часто приходит, проведывает ему. Я-то еще где-то живу, ладно, но вот ее бы не забыл бы, а то один день. Она уже сама говорит: я уже боюсь, что один день приду, он меня спросит: а ты кто такая вообще? Ой, не могу. Mana kayıt makavulsin kanam hevudonlar spandaktıl bayan savut spandaktıl raspandaktıl savak kudoyuna koçuk savber sor para kanat kamişte hevum sadan mesela savum orduray kudoyer sesar sahiben diyor kudoyure pon heber sor para kanat sabinun taste karazi kutnu mayoy Секотак там не дагасти. Я здесь. А мы стакан. Дана Дана, принеси один стакан. Гурам Бондар. Я Катозе дарга валай кут керо випашкаем повторюся. Оптом я подряд ходил. Отца ход. Каштарта, каштарта. Каштарта, да. Спасибо, ужинок. Хаммад югиттиркен. Освежить якутта. Ава да. Давай. Куфтетат сават. Спасибо, Ура. ужинок. Да куфтетам хусаума фекушан.
Yine bakuvı. Yakamayacağım. Ой, ты пальцы свои туда не вставляй. Aha. Я же тогда. Вот так вот наш дедушка лазит по крышам. Что-то у него там протекает. Nayan barış, kalı şaburgay kalı. Не знаю. Неугомонный дедушка наш. 93 года. Видите, какое у нас солнце. Сегодня еще 30 градусов. Всю неделю будет 30-32. Тут жара еще и не думает прекращаться. Очень хорошая погода. Да, уже всем надоела эта жара, конечно. Как в этом году, так говорят, никогда ее не было.